Всем привет, друзья! Ну что, давайте знакомиться. Меня зовут Артем, и вы находитесь на канале Артем Мещерский. На этом канале будет атмосфера походов, леса и природы в целом. Сейчас я нахожусь в Мещере, планирую пройти за сегодня 40 километров и поснимать все самое интересное для вас. Это мое первое видео, я прошу вас поддержать меня лайком и подпиской. Выдвигаюсь вглубь Мещеры. Отошел от трассы где-то на 2 километра, но все равно ее еще слышно. Иду вот по такой песчаной дороге после дождя. Сегодня пасмурно. Дождь то есть, то нет. Будет достаточно трудно идти. Особенно по мокрому песку. Свежие следы косули. Прошла прям совсем недавно. В походе я не один. Иду со своими друзьями, с которыми прошел очень много-много километров за все эти годы. Поэтому не пугайтесь, если они будут попадать в кадр. Заходим вот в такой молоденький лес. Ему около 10-12 лет. В 2010 году здесь, в этой области, был очень большой пожар. И вот вырастают новые деревья. Следы достаточно крупного лося. Переходил дорогу тоже совсем недавно. Переходил из этой посадки и пошел вон в ту сторону. Поэтому вполне возможно, я постараюсь для вас заснять сегодня какое-нибудь животное. Все усеяно в следах. Практически через каждые 100 метров вижу следы косуль, лосей. Вот тоже лось ломился уже в обратную сторону. Они любят такие места. За этими посадками с левой и с правой стороны находится топь, болота небольшие. Они любят гулять по таким местам. Так, прошли уже 5,5 километров. Идти по песку немножко тяжко. Не знаю, видно на видео, нет. Начинается небольшой подъемчик. Здесь уже такой смешанный лес. Березки, молодые сосны, ели. Очень красиво. Дождя пока нет, надеюсь, его и не будет. Смотрите, как интересно. С правой стороны такие заросли, кустарники, которые характерны больше для центральной России, Поволжья. А с левой стороны у нас уже такой немножко северный ландшафт. Мох, сфагнум и тому подобное. Почти как в тундре. А идем мы по песку. Слева и справа противопожарный ров. Пожары здесь, к сожалению, очень часто случаются. Каждый год. Это связано с тем, что здесь очень много торфяника, торфяная почва. Люди попросту разжигают огонь. Даже его заливают водой. Но они не подозревают, что торф снизу, корни все равно тлеют и горят. То есть его нужно откапывать и заливать нормально, и закапывать. И этот торф разгорается и выходит наружу огонь. Вот так вот. Накрапывает дождик. Пока плащ не будем одевать. Небольшие лужицы. Отходит папоротник.
становится таким рыженьким. То ли от палящего солнца, то ли еще от чего. Очень красиво, кстати, выглядит. Пройдено около 8 километров. Здесь такой замечательный прудик. Интересно, тут есть рыбка или нет. Будет небольшой привал, он на том бревне. Покидаем наш небольшой привал. Посидели 10 минут, попили, переобулись. Я сапоги снял, надел кроссовки. Идем дальше, вглубь пещеры. По правую сторону от меня также продолжается молодой здоровый лесок. По левую сторону приближается топь и болотные места. Стоят мертвые деревья. Если идти туда вглубь, там уже начинаются большие болота. Продолжаем идти по песчаной лесной дороге. Пройдено почти 10 километров. Очень много следов животных. В основном косули и лоси. А вот смотрите, а вот сюда, скорее всего, приходят рыться, возить. Чё? Кабаны! Где? Кабаны убежали с дороги вон в тот лесочек. Ребята шли впереди меня, на дороге увидели много кабанов. Кабаны рванули вот в такую топь, небольшой залом. Пошли за ними, попробовать заснять, но они убежали куда-то далеко уже. Надеюсь, мы еще встретимся. Заснять я, конечно же, не успел, потому что был молодняк, и они испугались. Вот они приходят в такую грязюку, черноземчик, копаются, следов вообще куча. Они где-то рядом ходят. Слышно, но не видно. А мы продолжаем идти в сторону Мордора какого-то. Вот прям вижу следы кабанов. Свеженькие. Следы кабанов очень похожи на следы косуль. Но копыта немного различаются. Заходим на совсем болотистые места. Вон, смотрите, там вдалеке уже совсем мертвый лес. Будем проходить, так скажем, через центр болота. Раньше здесь добывали торф. И здесь была узкоколейная железная дорога. Продам недорого. Пишите в комментариях. Кто-то не дошел просто. Какой большой след лося. Как моя нога. Вот здесь очень много следов зверя. А все потому, что здесь расположен солонец, где лежит соль. Зверь сюда подходит, кушает. Сейчас я вам покажу, как это у нас выглядит. Хоп. Так. Вот так выглядит соль. Сюда подходит крупный зверь, потому что кормушечка высокая. Подходит сюда косуля, лось.